Добрый день, дорогие друзья! Центр духовного развития продолжает онлайн-курс «Легкая раджа-йога» с Диди Судхой. Сегодня 4-й урок. Тема «Глубокая философия кармы». Good afternoon, dear friends. Center of Spiritual Development continues Easy Raja Yoga course with Sudha Didi. Today's topic is Deep Philosophy of Karma. You're welcome. Welcome, dear sisters and brothers, and a very sweet Om Shanti. Добро пожаловать, дорогие сестры и братья, и очень сладкая Ом Шанти. Hope you remember what is Om Shanti. Я надеюсь, вы помните, что означает Ом Шанти. I am a peaceful soul. Я умиротворенная душа. In our second lesson, we talked about our three abilities. На втором уроке мы говорили о наших 3 способностях. And that is mind, intellect, and sanskars. Это ум, интеллект и санскары. You remember this? Помните про это? Mind, intellect, and sanskars. Ум, интеллект и санскары. We talked about this cyclic relationship between thoughts, actions, and sanskars. Мы говорили о том, что мысли, действия и санскары связаны между собой циклично. Thoughts lead to actions, and actions create sanskars. Мысли ведут к совершению действий, а действия формируют санскары. And these sanskars make our personality. А санскары формируют нашу личность. Sanskars also influence our quality of thoughts and also the power to make decision. Санскары влияют также на качество наших мыслей и на силу принятия решения. And therefore, it really becomes very, very important to work with our sanskars. Поэтому на самом деле чрезвычайно важно работать со своими санскарами. That means we need to work to get rid of some harmful, negative sanskars. То есть нам нужно работать над собой, чтобы избавляться от вредных санскар, Yeah? Negative sanskars, bad sanskars. от негативных санскар, от плохих санскар. And replace these negative sanskars with positive, beneficial sanskars. Заменяя эти негативные санскары позитивными санскарами, которые нам на благо. And we also need to work to strengthen our already existing positive sanskars. И также важно работать над собой для того, чтобы укреплять свои уже существующие позитивные санскары. And it means that we need to work with our actions. Это значит, нам нужно работать со своими действиями. Right? We need to keep a check on our actions, that what kind of actions I should perform so that I will not create any negative sanskar. То есть нам нужно проверять свои действия. Какие я действия совершаю и не создают ли они каких-то негативных санскар. You understand it? Это вам понятно? Because actions create the sanskars. А ведь именно действия создают санскары. And this is why today we have taken this topic of philosophy of karma. Поэтому сегодня мы и взяли тему для обсуждения философия кармы. Karma means actions. Карма и значит действия.
We have to make the right choice what to do and what not to do. Нам важно делать правильный выбор, что делать, а что не делать. Because we want our personality to be a pleasant personality, a harmonious personality. Потому что мы хотим формироваться как приятная, гармоничная личность. We want our character to be elevated. Мы хотим иметь возвышенный характер. And this is why it is very, very important to understand what is this philosophy of karma. А вот почему так важно понять, что же такое философия кармы. How karma influence our whole life. И как карма влияет на всю нашу жизнь. But before we begin this topic, let us for few minutes meditate. И перед тем, как мы начнем обсуждать эту тему, давайте несколько минут побудем в медитации. Now, all of you remember how to begin. Вы уже все помните, с чего начинать. First of all, you should sit comfortably and relaxed. Прежде всего, вам нужно расположиться удобно, расслабиться. Free yourself from anything extra, your mobile, your notebook, your pen, keep them aside. Освободиться от всего лишнего. Не держать в руках мобильный телефон или блокнот для записи, отложить это в сторону. And just become aware of your true identity. И просто начать осознавать свою истинную сущность. And your true identity is soul. А ваша истинная сущность – это душа. So focus your attention in the center of your forehead. Поэтому сосредоточьте внимание в центре лба. Feel the energy, the life energy in the center of the forehead. Почувствуйте энергию, жизненную силу в центре лба. Focused, concentrated. Сфокусируйтесь, сконцентрируйтесь. I am a tiny soul, but I am the master of the body. Я крохотная душа, но я хозяин тела. I am the doer of all the actions through this body. Именно я совершаю все действия через свое тело. It is I who looks through these eyes. Это я смотрю через свои глаза. It is I who hears through the ears. Это я слушаю через свои уши. It is I who speak using the mouth. Это я говорю, используя уста. I am a soul. А я душа. I am light. А я свет. I am the master of my sense organs. А я хозяин своих органов чувств. It is I who choose and decide. Это я выбираю, принимаю решения.
In every situation, there is a choice. В каждой ситуации есть выбор. No one can force me to do this or that until I decide. Никто не может заставить меня сделать то или иное, пока я сама не решу. I am the master of my life. Я хозяин своей жизни. I am the creator of my life. Я создатель своей жизни. It depends upon my choice which kind of personality I will develop of myself. И от меня зависит, какую я сформирую личность. I have understood. It is my choice of the actions which will create my personality. Мне понятно, что именно мой выбор действий формирует меня как личность. I ask myself, what kind of actions I would like to perform in my life? Я задаю себе вопрос, какого рода действия я хочу совершать в жизни? Good actions or bad actions? Хорошие действия или плохие действия? Constructive or destructive actions? Конструктивные действия или разрушающие действия? Beneficial or harmful actions? Действия, которые приносят благо или причиняют вред? To me and to others. Как мне, так и другим. What I would like to do. Что я хочу делать? I become silent to listen to the voice of conscience, my inner voice. Я умолкаю для того, чтобы услышать голос своей совести, свой внутренний голос. My inner voice is the voice of wisdom. Мой внутренний голос – это голос мудрости. I clearly listen. Of course, I want to do good actions. И я ясно слышу. Конечно, я хочу совершать хорошие действия. And so, today, I make this decision to be good
and to do good. И поэтому сегодня я принимаю такое решение – быть хорошим и делать хорошее. Yes? Have you made this decision? Да, вы приняли такое решение? Write in your notebook. Запишите его в тетради, в блокноте. I want to be good and to do good. Я хочу быть хорошим и хочу поступать хорошо. So now we come to today's topic, deep philosophy of karma. И теперь мы переходим к сегодняшней теме – глубокая философия кармы. In today's lesson, we will listen about some aspects about this philosophy. А в этом уроке мы послушаем о некоторых аспектах этой философии. In fact, it is a very deep theme which cannot be covered in small period of time. На самом деле тема очень глубокая, и невозможно ее все охватить за такое короткое время. But I will still try to touch few aspects. Но я постараюсь коснуться нескольких аспектов. So today we will listen what is karma, Итак, мы сегодня услышим, что такое карма, what is good and what is bad karma, какая карма хорошая, какая карма плохая. because there is so much of confusion in this aspect too. There are certain actions which some will say they are good, others will say not good. Потому что в этом аспекте тоже все очень запутано. Кто-то говорит про одни действия, что они хорошие, другие считают их плохими. So how to understand what is good and what is bad? Поэтому как же понять, что хорошо и что плохо? We'll also listen about the law of karma Мы услышим также про закон кармы and also about this deep philosophy. What does it mean, the deep philosophy of karma? а также про глубину философии кармы. То есть, что это значит, глубина философии кармы. And also, what is very important, we will listen about from where to get that strength to do the good karma. Но самое главное, вы услышите о том, откуда можно взять силу для совершения хорошей кармы. So, what is karma? Итак, что такое карма? Often, many people associate word karma with something negative. А зачастую люди ассоциируют слово карма с чем-то негативным. When they face some misfortune, some unpleasant situation in their life, then they say karma. Когда в их жизни неприятности или неудачи, они говорят «карма». And they use this word karma actually in context of destiny or fortune. И это слово «карма» часто используется в контексте судьбы, предначертанности. So karma and destiny or fortune, it is not the same thing. Карма и судьба, предначертанность – это не одно и то же. They are closely connected to each other, but they are not one and the same. Они тесно связаны между собой, но это не одно и то же. So very simple example is you sow a seed of apple, for example, this is karma. Очень простой пример. Допустим, вы сажаете семя яблони. Это карма. And you then, after few years, there is a tree of apples and there are many, many apples on that tree. Спустя годы вырастает яблоня, и на ней много яблок. This is fortune. Это судьба. You sow the seed, it is karma. That is, you did it, this is karma.
You got it, that is fortune. Вы посеяли, посадили семя – это карма. Вы получили, собрали плоды – это судьба. Is it clear? Это понятно? So, second thing is that karma is not connected only to negative. И второе, карма не связана только с негативным. Karma, as I told you, means actions. Карма, как я уже упоминала, означает действие. It is a word in Hindi and Sanskrit. Это слово на хинди и на санскрите. It means actions. Это значит действие. And actions can be good and bad, positive and negative. А действия могут быть и хорошими, и плохими, и позитивными, и негативными. And therefore, it is not that when there is some misfortune, karma, no. When there is good fortune, this is also karma. Поэтому, когда вас преследуют неудачи, и вы называете это кармой, это не только это. Когда что-то хорошее происходит, это тоже карма. So, karma can bring good fortune and karma can bring misfortune. То есть карма может принести вам и неудачи, и удачу. Is it clear? Это понятно? So, karma means actions. Итак, карма значит действие. Actions related to the self, Действия, связанные с нами самими. actions related to others. Действия, связанные с другими людьми. It can be your family members, your friends, and in general, people. Это могут быть ваши родственники, ваши друзья и люди в целом. Actions related to animals, Карма связана с животными, birds, etc. птицами и прочим. And actions related to nature. И карма связана с природой. Today, we will talk more about actions related to relationships. Сегодня мы будем говорить преимущественно о тех действиях, которые связаны со взаимоотношениями. So, but in one word, karma means action. Но, говоря одним словом, карма значит действие. Now, what is good action or good karma and what is bad action, bad karma? Итак, что такое хорошие действия, хорошая карма, и плохие действия, плохая карма? Very simple definition is any action done while using my positive qualities will be called good action. Очень простое определение. Любое действие, которое я совершаю, используя свои позитивные качества, будет хорошим действием. My qualities of love, for example, Например, такие качества, как любовь, peace, mercy, спокойствие, милосердие, kindness, доброта, cooperation, сотрудничество, confidence, уверенность, enthusiasm, энтузиазм, care, забота, respect, уважение, responsibility. ответственность. So, there's a list of good qualities. When I use these qualities while performing any action, they will be called good actions. То есть есть целый список хороших качеств. И когда я использую эти качества в действии, это действие будет хорошим. And good actions will definitely, for 100% sure, will give happiness to you and also happiness to others. А хорошие действия абсолютно точно на 100% принесут счастье как вам, так и другим. You are content and others are content. Вы будете удовлетворены, и другие будут удовлетворены. Now, what is bad action? А теперь что такое плохие действия? Bad karma. Плохая карма. So, the action which is done under the influence of any negative trait. Действие, совершенное под влиянием любой негативной наклонности. For example, anger, Ну, например, гнев, jealousy, зависть, hatred, ненависть, feeling of dislike, чувство неприязни, irresponsibility, безответственность, greed, жадность, arrogance, высокомерие, carelessness, беспечность, laziness. лень. So, all these and many others are negative traits.
Все эти и многие другие – это негативные наклонности. If you perform any action under the influence of any of these negative traits, that will be called bad action or bad karma. И если вы совершаете любое действие под влиянием подобных негативных наклонностей, это будет негативным действием или негативной кармой. And such actions neither will give you happiness and nor will give happiness to others. И такие действия не принесут счастья ни вам, ни окружающим. And you know, one of the pushing forces which push us to do something wrong is our egoistic motives. И одна из сил, которая будет подталкивать нас поступать неправильно, это наши корыстные, эгоистичные мотивы. Our selfish interests block our intellect. Наши корыстные интересы блокируют наш интеллект. As if we lose absolutely the ability to understand, to discern, to make the right decision, to analyze, everything is lost. Как будто мы абсолютно теряем свою способность различать, понимать, принимать решения, анализировать. For this, people say that the conscience of this person has died. Про таких людей говорят, что у них совесть умерла. And why it has died? Because the selfish interests are in front. А почему умерла? Потому что преобладают корыстные интересы. Because of these selfish interests, a person is ready to do anything. И из-за этих корыстных интересов человек способен на все. If somebody is moving forward ahead of him, he is ready to pull his leg behind because he wants to be forward. Если кто-то опережает его, он подставит ему ножку для того, чтобы быть впереди. He is ready to, so to say, suck the blood of others for filling his own pockets. Для того, чтобы наполнить карман, он готов высосать кровь из человека. This is called intellect has died. А вот это и называется интеллект мертв. A person by this method may become wealthy, for example, Может, человек, пользуясь таким методом, и разбогатеет. but this wealth will not bring him happiness. Но такое богатство не принесет ему счастья. A lot of wealth will be used in diseases. Очень много денег будет потрачено на лечение болезней. A lot of wealth will be wasted by his children and by other members of the family. Очень много денег пустят на ветер его дети или другие родственники. A person can occupy a high position by pulling the leg of someone or by some other selfish means. И человек может занять очень высокое положение, не давая другим выйти вперед своими корыстными намерениями. But this honor which person will get while sitting on a high seat will not give him the possibility to have a good sleep. Но то высокое положение и та честь, которая должна соответствовать этому высокому положению, не даст ему спокойно спать. He will have to take sleeping pills. Ему придется пить снотворное перед сном. So this is the result of bad actions. И это все результат плохих действий. So good action and bad action. Итак, хорошие действия и плохие действия. And then we come to the law of karma. И дальше мы переходим к закону кармы. Law of karma is very simple, but very powerful. Закон кармы очень прост, но он очень сильный закон. It is inviolable law. Это закон, который нельзя нарушить. Whether somebody accepts this law or does not accept, the law works. Принимает кто-то этот закон или не принимает, но закон работает. The law is whatever I do, I will definitely get the result of that action. А закон таков. За все, что я делаю,
я обязательно получу результат. Я получу результат каждого совершенного действия. Action never goes waste. Действия не проходят даром. Action never leaves us. Действия не покидают нас. If I have done something, this will follow me. Even after my death, along with me, this action will go with me. И если я что-то совершил, это пойдет за мной и даже после смерти. I will leave the body, but action will not leave me. Я оставлю тело, но действие не оставит меня. I will get the result of the actions done in this birth, in my next birth. И результаты совершенных действий я буду получать в этом рождении и в следующем рождении. Even if I do something by hiding myself, Даже если я сделаю что-то скрыто, does not matter. это не важно. Actions have left the imprint on the soul. Действие оставило след на душе. And this will go with me. И это уйдет со мной. Many times it happens, people do not know that we have done something wrong, but our own conscience keeps on biting. Часто бывает и так, что люди не понимают, что они делают что-то неправильное, но они продолжают испытывать угрызение совести. Others do not know that we have done something wrong. They are respecting us, loving us, honoring us, and so on. А другие могут и не знать, что мы делаем что-то не так. Они будут продолжать проявлять к нам уважение, любовь и тому подобное. But our conscience keeps on biting Но мы будем продолжать испытывать угрызение совести. because karma does not leave anyone. Потому что карма никого не оставляет. And so therefore the law is whatever I do, I get the result. Поэтому закон таков. За все, что я делаю, я получу результат. So having, the consideration of this law, we reach some conclusions. И, учитывая действие этого закона, мы приходим к некоторым выводам. The first thing, Первое. whatever I have today, a lot of wealth, very little wealth, good health, no health, happy relationships, unhappy relationships, whatever I have today is the result of my own actions done in the past. Все, что я имею на сегодняшний день, хорошее здоровье, среднее здоровье или плохое здоровье, много богатства, среднего уровня или мало денег, хорошие отношения или плохие отношения. То есть все то, что я имею на данный момент, это результат моих действий, которые я совершил когда-то в прошлом. You might not be remembering that, when you did it, what you did, but it is the result of your own actions. И, скорее всего, вы не помните, что вы делали, когда вы делали, но все равно это будет результатом ваших действий. And therefore, it is not wise to blame anyone. Поэтому неразумно кого-то винить. It is so easy to blame somebody for my misfortune. А так легко обвинять кого-то в своем несчастье. People easily blame others, even God. Люди так легко обвиняют других и винят даже Бога. No, it's not wise. Но это неразумно. I should take the responsibility and accept the situation humbly. Мне нужно принять ответственность на себя и смиренно принять ситуацию. Rather, I should make some wise conclusions, Даже наоборот, нужно сделать разумные выводы, learn some lessons. извлечь какой-то урок. But generally what happens is when
some difficulties or some not good situations come in the life of a person, the person asks many questions. Why with me? Why with me? Why with me this happens? Why with me that happens? And so on. А как зачастую бывает, когда в жизни человека что-то не складывается, происходят какие-то неблагоприятные события, то у него возникает очень много вопросов. А почему это происходит со мной? Почему у меня такой удел? Почему это все свалилось на мою голову? Why I face failures? Why I am cheated? Why I don't get that what I want? Почему меня преследуют неудачи? Почему меня обманули? Почему я не получаю то, что хочу получить? But when something good comes in their life, some big fortune comes in their life, then they don't ask, what for? I am getting this. Но когда в жизни происходят какие-то хорошие события, когда большая удача, обычно не задают такой вопрос, а почему это все со мной произошло, из-за чего? They think it is because of me, and something bad has come because of somebody else. То есть это все считается получено по праву, это благодаря моим усилиям, а что-то плохое – это из-за других. No, it's not like that. Но все это не так. Whatever comes, good or bad, it comes to me as a result of my karma. Что бы ко мне ни пришло, хорошее или плохое, все это приходит в результате моей собственной кармы. This is why people say, as you sow, so shall you reap. А вот почему говорится, что посеешь, то и пожнешь. If you sow, for example, apple, can you get mango? А если вы посадили семя яблони, у вас вырастет манго? No. Нет. If you sow lemon, can you get apple? А если посадили семя лимона, вырастет там яблоко? It can't. Нет. It is so simple to understand. Это настолько очевидно. If you ate something which you can't digest, who will feel pain? Если вы съедите что-то, что не способны переварить, кому будет больно? Whom will you blame? Кого вы будете в этом винить? The one who cooked Того, кто приготовил, or yourself, или себя? who could not control himself? Того, кто не смог справиться со своим желанием. So you can't blame the one who cooked, isn't it? Тут нельзя винить повара. The cook has cooked. He offers. It is your choice to take it, eat it, or not to eat it. Повар готовит, он предлагает, а дальше уже это ваш выбор, есть это или не есть. So for everything what comes to us, we are responsible. Итак, за все, что приходит к нам, ответственность несем мы. So if you understand this law very deeply, you will have a lot of wisdom in your life. И если вы поймете глубину этого закона, то тогда в вашу жизнь придет большая мудрость. Complaints will finish. Вы не будете больше жаловаться. You will stop blaming. Вы перестанете обвинять. You will stop comparing. И перестанете сравнивать себя с кем-то. You will stop commenting, Вы не будете давать комментариев, criticizing. критиковать. It is useless Это все бессмысленно. because all these negative actions anyway will return to you. Потому что все эти негативные действия в любом случае к вам же и вернутся. But some people say, now we come to the second point, some people say, but I didn't give sorrow to anyone. Why in my life there is sorrow? А сейчас мы переходим ко второму пункту. Некоторые люди говорят, я никому не причиняю страданий. Почему я страдаю в жизни?
I'm so honest, I do my task honestly, I never, betray anyone, I never deceive anyone. But why there is no happiness in my life? Я никого не подвожу, никого не предаю, никого не обманываю. Я делаю все так, как положено. Тогда почему у меня в жизни нет счастья? Here we need to understand this deep philosophy of karma. И здесь нужно понять глубину философии кармы. I told you earlier also about it, that we get the result of our actions done not only in this birth, we get the result of our actions done even in our past births. Я уже упоминала о том, что мы получаем результаты или плоды своих действий, совершенных не только в этом рождении, но также и тех действий, которые были совершены в предыдущем рождении. Actions are seeds. Действия — это семена, This world is a field of action. а этот мир — поле действий. Here, all of us sow the seeds of actions. И все мы здесь сеем семена действий. And we all have this experience that all the seeds do not grow at the same time. И все мы с вами опытны в том, что не все семена прорастают одинаково быстро. Not all the fruit ripe at the same time. Не все плоды созревают одновременно. Some seeds will quickly grow. If, for example, some mint or some salad or some such like simple things, they will quickly grow. Какие-то растения очень быстро растут из семян, скажем, зелень, салат, мята. But if you think that the same way apple should also grow, it is not possible. Но если вы будете думать, что с такой же скоростью вырастет яблоня, это невозможно. No. So, every seed grows at its own time. То есть каждое семя вырастает в свое время. In this birth, one is not giving sorrow to anyone. В этом рождении кто-то никому не принес страданий. Very good. И это очень хорошо. But maybe it was done in the previous birth. Но, может быть, это было в предыдущем рождении. And that seed has ripened now. И сейчас то семя принесло плоды. And the situation has come. И возникла такая ситуация. Sometimes there is no person who is giving you sorrow, but you are not happy. Иногда даже нет кого-то, кто причиняет вам страдания, просто вы сами по себе несчастны. So you are not able to understand why it is so, why I am sad. И вы понять не можете, ну почему я такой несчастный? Other people are also not able to understand you, why you are sad. И другие тоже, глядя на вас, не могут понять, почему вы такой несчастный. They ask you, are you sick? No. Have you lost something? No. Они вас спросят, вы что, заболели? Или что-то потеряли? Нет. Why are you sad? А почему тогда вы такой грустный? I don't know. Не знаю. So this sadness, sudden sadness, is coming to you as a result of those seeds which were sown many, many years ago, or a birth or two births earlier. Вот такая внезапная грусть может нахлынуть по причине того, что вы совершили что-то в своем рождении, может быть, очень и очень давно, а может и в предыдущем рождении, а может и 2 рождения назад. These seeds have now grown. Но теперь это семя дало плоды. So the most important thing is that if you have understood this law, that this sadness is coming to me as a result of my some actions which I don't remember, И теперь, если вы понимаете этот закон,
что вот эта внезапно нахлынувшая грусть возникла по причине того, что я совершил что-то когда-то не так. I don't remember that. Я этого не помню. But what should I do now? Но что мне надо делать сейчас? Not just sit hand over hand. Such is my destiny, such is my fortune. I gave sorrow to somebody, I did something wrong, and this is why I am sad. So, such is my destiny to be sad. Не сидеть так сложа руки и рассуждать. Ну что ж, такая у меня судьба. Да, я совершил что-то неправильное когда-то в прошлом, и теперь получаю плоды этого. Ну, значит, так суждено. And continue to be sad and increase your sadness. И я продолжаю грустить, и моя грусть нарастает и нарастает. No. Now you should try to replace this sadness with happiness. Нет, так не должно быть. Сейчас нужно сделать все для того, чтобы эта грусть сменилась с счастьем. So, this is the third point. И это третий пункт. Because this law does not only teach us that I accept what I have now, Потому что этот закон не только учит нас принимать то, что со мной происходит сейчас, but it also teaches me to make my future. но он также учит тому, как создавать свое будущее. What I do now, I will get the result of that in future. А за все то, что я сделаю сейчас, я получу плоды в будущем. And not future, but distant future. It can be near future. И не обязательно в отдаленном будущем, но и в ближайшем будущем. Now, if there is sadness, what should you do? Например, если нахлынула грусть, то что вам делать? The law of karma says, what you give, the same you will get. А закон кармы гласит, что вы отдадите, то вы и получите. So, what will you give now? И что вы сейчас будете отдавать? Give happiness. Отдавайте, приносите счастье. Do something so that Делайте. others will be happy, Делайте что-то, чтобы порадовать других, but selflessly. но бескорыстно. Cooperate with someone. Помогите кому-то что-то сделать. Appreciate someone. Оцените, Encourage someone. вдохновите кого-то, Help someone. помогите кому-то, Guide someone. направьте кого-то. Do something selflessly. Give happiness to others. Сделайте что-то бескорыстное, что принесет счастье другим. And the happiness will come back to you. И к вам вернется счастье. But don't wait that I have done 10 good actions, happiness is not coming. Но не sидите и не ждите, что я совершил уже 10 хороших действий, а счастье все не вернулось. No. When you sow the seed, you don't keep there sitting waiting when this plant will grow, when this will grow. А ведь когда вы посадили семечко, вы не сидите над ним и не ждете, когда там оно прорастет. And it does not grow in 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, and you say, probably it is useless, let me take this seed out. И может день, другой, третий прошел, неделя прошла, а семя еще не проросло, и вы думаете, ну это все было бесполезно, и лучше я его выкопаю. So don't wait for the result of good actions, Не ждите, когда хорошие действия принесут результат. but be sure this will happen. Но будьте уверены в том, что они принесут. You will give respect, you will get respect. Вы проявите уважение, вы почувствуете уважение взамен. Don't wait that let others do first, then you will do. No. И не ждите, что сначала сделают другие, а потом сделаете вы. Нет. No. For good actions, always be first. В хороших действиях всегда будьте первым. I will take the initiative. Я возьму инициативу на себя. I will respect. И я проявлю уважение. I will cooperate. И я буду сотрудничать.
I will take this responsibility. А я возьму на себя ответственность. But without the desire of any return. Но не имея желания получить что-то взамен. And as far as the actions which can give sorrow to somebody or trouble somebody, think 10 times before you do that action. Что же касается действий, которые могут причинить кому-то страдания или беспокойство, 10 раз подумайте, прежде чем поступить. Because it will come back to you. Потому что это вернется к вам. So therefore, underline for yourself. Never, 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 never do any such action which will give trouble to anyone. Поэтому подчеркните для себя: никогда, никогда и никогда не совершайте таких действий, которые будут во вред другим. Actions include our words also. Действия также подразумевают и наши слова. Even actually thoughts. Our thoughts are also actions at the subtle level. На самом деле даже и мысли, потому что и наши мысли — это тоже действия на тонком уровне. For example, you have a bad thought for somebody. Например, вы о ком-то плохо думаете. Who will be affected by this bad thought first of all? И на кого прежде всего повлияет эта плохая мысль? On that person? На того человека? No. Нет. Who is closest to you? Кто ближе к вам? You yourself. Вы сами. You create bad thought. First of all, it affects your body. Вы создали плохую мысль, и она в первую очередь сказалась на вашем же теле. So, whom you are harming by this bad thought? Так кому вы причинили вред этой плохой мыслью? This is why there is a saying that the soul is her own enemy and her own friend. Поэтому есть такое высказывание, что душа может быть себе как другом, так и врагом. I think good, I speak good, I do good, I am my friend. Я думаю хорошо, говорю хорошие слова, совершаю хорошие действия. Я себе друг. One more thing here I would like to tell you is sometimes we don't have motive to give sorrow to someone, but because of our careless nature, the person gets sorrow. И еще одну вещь я хочу сказать. Иногда у нас нет такого мотива или намерения причинить кому-то страдания. Но я по беспечности делаю что-то такое, из-за чего другие страдают. Many such things happen during the day. И в течение дня много таких случаев может быть. You took something from somewhere, and which is from the right place, but you didn't keep it back at the right time, at the right place. You kept it somewhere else, thinking, I will do it later on. Например, вы взяли что-то откуда-то, что лежало на месте, и потом положили, там, куда попало, не задумываясь ни над чем, или подумав, что когда-нибудь потом я положу это на место. Or you took someone's belongings, the owner is somebody, and you took his thing, thinking that you will return after some time, but you forgot after that. Либо вы взяли чью-то вещь просто на время попользоваться и подумали, что я верну потом. Or you went to the market, you parked your car in such a way that 2 cars were blocked, and now these people come back and they can't take away their car. Или вы поехали в магазин и припарковали машину так, что перекрыли выезд 2 другим машинам. You didn't have any motive. You thought you quickly will come back. But you didn't come back as quickly as you wanted probably. And by that time, these 2 people are suffering.
И вы, может быть, подумали, да это я ненадолго, я сейчас быстренько вернусь. Но те люди пришли раньше вас, и им нужно выехать, они не могут, и они страдают. So, what kind of feelings will come from their hearts and their minds at that time? И какие чувства в то время будут у них в уме, в их сердце? Of course, not blessings, Понятно, что не благословение, something opposite. а что-то прям противоположное. So, the law of karma teaches us earn blessings. А закон кармы учит: зарабатывайте благословение. Earning money is good, is important, but earning blessings is even more important. А зарабатывать деньги — это хорошо, это важно, но еще важнее зарабатывать благословение. If money comes in your home along with negative feelings of other people who suffered because of you, that money is not a blessing. Если в ваш дом приходят деньги, но они приходят в результате таких действий, из-за которых какие-то другие люди страдают, то это не будет благословением. This money will not bring happiness. Такие деньги не принесут счастья. It will not bring you comfort. Вы не будете ощущать душевного спокойствия. Even if you have a very comfortable bed, Даже на самой удобной кровати sofa, или диване no. вы будете некомфортно себя чувствовать. So earn blessings. Поэтому зарабатывайте благословение. One more thing about this law of karma or philosophy of karma. И еще одна вещь по поводу философии кармы или закона кармы. Newton's law of action says, to every action there is an equal and opposite reaction. Закон Ньютона гласит, что на каждое действие есть равное ему и противоположное по знаку противодействия. But when we talk of human actions, the reaction is not equal. Но когда мы говорим о человеческих действиях, о действиях людей, то там реакция не эквивалентна. No. It is multifold. Она приумножена. I give you one example. Я приведу вам пример. Someone comes to you who has lost hope. К вам приходит человек, потерявший надежду, You encourage that person. и вы воодушевляете этого человека. You fill hope in that person that you can do. Doesn't matter that you failed 3 times already, but you can do, you have that ability. So you fill hope in that person and encourage him. Вы вселяете в того человека надежду, что вы сможете это сделать, вы справитесь, несмотря на то, что вы трижды потерпели неудачу, у вас это получится. То есть вы его воодушевляете. And now with that courage, with that hope, probably with that faith, that person goes and gets unexpected, much more than he expected success. И потом, воодушевленный, с чувством надежды, с чувством веры, этот человек совершает еще одну попытку и получает даже гораздо больше, чем он ожидал получить. То есть ему сопутствует огромный успех. Now, what feelings will come from the heart of this person for you? И какие чувства будут в сердце у того человека в ваш адрес? The heart will be full of gratitude. Сердце будет преисполнено благодарности. And this feeling of gratitude, maybe this person is at a distance, these feelings of gratitude will come to you as blessings. И это чувство благодарности, даже если человек находится очень далеко, это чувство благодарности вернется к вам в форме благословений. And not only this. И не только это. Now this person will share this story of your filling him with courage and hope with his friends, with his family members and some others.
Этот человек будет теперь рассказывать свою историю о том, как вы его воодушевили, наполнили мужеством, будет рассказывать ее своим родственникам, друзьям, знакомым. Now, for example, these friends and family members are 10, 20. А друзей, родственников может быть 10, 20. Now, all after listening to this story, what kind of feelings all of these people will have for you? И выслушав ту его историю, какие чувства будут испытывать те люди в ваш адрес? Definitely, their feelings will be full of good wishes and blessings for you. Конечно, они будут очень благодарны вам и будут благословлять вас. You helped only one person, Вы помогли всего одному человеку, but the blessings come to you from tens and 20s and 30s people. а благословения в ваш адрес исходят от 10, 20, 30 человек. The same is true if we give pain to someone. И то же самое происходит, если мы кому-то причиняем боль. I don't want to use the word curse, but from the heart which is full of pain, that feelings which comes, it is actually like a curse. И мне не хотелось бы использовать слово «проклятие», но вот из сердца того человека, который испытывает эту боль, конечно, будет исходить нечто, что напоминает проклятие. And not only from one, И опять же, не от одного человека, from all those with whom this person is connected. но и ото всех других людей, с которыми тот человек связан. And therefore, before we come into action or before we come into speech, very important to see what kind of action or word this is. Поэтому перед тем, как совершить какое-то действие или произнести какое-то слово, очень важно сначала посмотреть, какого рода это действие. None of us want sorrow, right? Ведь никто из нас не хочет страдать, не так ли? None of us want that somebody should hurt us, somebody should injure us, injure our feelings. None of us wants this. И никто не хочет, чтобы кто-то травмировал нас, ранил наши чувства. Никто не хочет. We all want to be happy. Мы все хотим быть счастливыми. And this is why we need to give that. Поэтому нам нужно это отдавать. One more thing. И еще одна вещь. We are living in a human society. Мы живем в обществе людей. Atmosphere is one, В одной атмосфере, world is one. в одном мире. There is a saying, when you move your finger, you move the stars. Есть такое высказывание, что, пошевелив пальцем, можно сдвинуть звезды. That means whatever you do influences the entire world. То есть все, что вы делаете, сказывается на всем мире. Therefore, do only that what you would like that others should do. Поэтому делайте только то, что вы хотели бы, чтобы делали другие. If you don't want others to be violent, for example, Например, если вы не хотите, чтобы люди совершали насилие, or others will, do some crime, чтобы были преступления, or others will misbehave, или чтобы кто-то злоупотреблял чем-то. first of all, control yourself. Сначала контролируйте себя. You want others to smile at you, first you smile. А вы хотите, чтобы вам улыбались? Улыбнитесь первым. Don't do any such actions which will directly or indirectly harm the human society. Не совершайте таких действий,
которые прямо или косвенно будут причинять вред обществу. For example, you smoke. Допустим, вы курите. You smoke, you are bringing injury to your health. А вы курите, вы вредите собственному здоровью. But not only to you. Но не только себе. You are emitting out this smoke in the atmosphere. Этот дым распространяется в атмосфере. And people who are around you, they are forced to breathe in this smoke. И люди вокруг вас вынуждены вдыхать этот дым. There is an expression nowadays called passive smokers. Сейчас это называют пассивным курением. These passive smokers also become the prey to the same diseases as the active smoker. И пассивные курильщики становятся жертвами тех же болезней, что и активные курильщики. A smoker may think, but I am smoking, how does it matter to others? Но курильщик может и думает, какая разница, это же я курю, какое другим до этого дело? No, it is. Но есть дело. Atmosphere is one. Атмосфера-то одна. And in the same way, if, for example, I create a good atmosphere, И вот точно так же, если я создаю хорошую атмосферу, people feel happy, comfortable. людям в ней комфортно, они чувствуют себя счастливыми. So the return of this or that action will finally come to you. И результат того или иного действия в конце концов вернется к вам. So you are responsible not only for yourself, but you have to take into consideration the whole humanity. Вы отвечаете не только за себя, вам нужно принимать во внимание все человечество. Always be an inspiring personality. Будьте всегда вдохновляющей личностью. Let our personality be such that even after we leave the body, people go on learning from our life story. Будьте такой личностью, чтобы даже после вашей смерти люди продолжали учиться на вашей биографии. So, a very, very special attention is needed on our actions. Поэтому очень и очень особое внимание нужно уделять своим действиям, Including words and thoughts. включая и слова, и мысли. Now the last point. И сейчас последний пункт. Many times people say that, yes, I understand what should I do, what should I not do. But when some situation comes, I am not able to control myself. I do that what I should not do, what actually I do not want to do. Часто люди говорят, я знаю, что я должен делать и что я не должен делать. Но когда возникает какая-то ситуация, я не способен контролировать себя. А не управляя собой, я совершаю то, что я не должен был совершить. I repent, I regret, but situation comes again and I do that same wrong action again. Я сожалею, я раскаиваюсь, но снова возникает подобная ситуация, и снова я поступаю неправильно. Why does this happen? Почему так происходит? Actually, if I want to do good, I should be able to do good. There is a saying, where there is a will, there is a way. Ведь если я хочу сделать что-то хорошее, я должен суметь сделать это хорошее. Говорится, где есть воля, там есть путь. So why it happens that I want to do good, but I do something bad? Почему же так получается, что я хочу сделать хорошее, а делаю плохое? I repent, but even then do bad. Я раскаиваюсь и снова поступаю плохо. So the reason is lack of strength, Причина в недостатке силы, spiritual strength, духовной силы, the strength in the soul. силы души. So today I will tell you 3 points for this strength. И сегодня я скажу вам 3 пункта, связанные с этой силой. I will not go in detail,
just mention them, and sometime later we will talk about in detail. Я не буду это подробно сегодня рассматривать, я просто упомяну, а потом в дальнейшем мы можем обсудить это подробнее. The first is awareness, self-awareness. Первое – это осознание, самоосознание. When you are aware of your original nature, again and again during the day, Когда вы осознаете свою изначальную природу снова и снова на протяжении дня. you remind yourself who you are, and you allow this nature of yours to come into action. Вы напоминаете себе о том, кто вы, и вы даете возможность этой своей природе проявляться в действиях. So your awareness will give you the strength. Ваше осознание будет придавать вам силу. Second, Второе. the habit of making a pause before doing the action. Привычка делать паузу, прежде чем совершить действие. What does it mean? Что это значит? We all have an ability called intellect, Все мы обладаем такой способностью, как интеллект, which we call inner voice or the voice of conscience or third eye or the eye of wisdom. которую мы называем внутренним голосом или голосом совести, или третьим глазом, глазом мудрости. Giving a pause means using your eye of wisdom, Сделать паузу – это значит использовать свой глаз мудрости, means listen to the voice of conscience. то есть прислушаться к голосу совести. Let your intellect become powerful. Сделайте свой интеллект сильным. The more you use it, the more it will become powerful. Чем больше вы будете его использовать, тем больше он будет становиться сильным. And it will become a very good guide for you. И он станет для вас очень хорошим наставником. And the third. И третье. And third source of strength is, of course, the one whom we call God. И третий источник силы, конечно, это тот, кого мы называем Богом. That is the supreme source, the source of all positive energy. Это высший источник. Это источник всей позитивной энергии. Remain connected with Him. Будьте на связи с Ним. Talk to Him. Говорите с Ним. Take advice from Him. Берите у Него советы. And you will get the strength to perform positive, beneficial, constructive, righteous actions. И вы приобретете силу для того, чтобы совершать позитивные, благодатные, конструктивные, праведные действия. And you can imagine what kind of a personality you will have. И тогда вы можете себе представить, какая у вас сформируется личность. Let us now meditate for a few minutes. И давайте сейчас несколько минут проведем в медитации. Once again, become aware of your true self. Снова осознайте свое истинное «Я». I am a soul. Я – душа.
I take the oars of the boat of my life in my hand. А я держу в своих руках весла лодки своей жизни. This huge world is a big ocean. Этот огромный мир, как большой океан. In this ocean, there are many waves, strong waves, small waves, very high waves, and low waves. И в этом океане много самых разных волн. Очень сильные волны или слабые волны, высокие волны или низкие волны. There are rocks and sharks. Там есть скалы, подводные камни и акулы. Different kind of situations I face while crossing this ocean. Когда я плыву по этому океану, я встречаюсь с самыми разными ситуациями. Many situations become like a huge obstacle, like a huge, strong rock. Многие ситуации похожи на огромные скалы, то есть это очень серьезные препятствия. The thought comes to adopt some wrong means to overcome this obstacle. И приходит мысль воспользоваться каким-то неправильным средством, чтобы преодолеть это препятствие. I meet in this ocean of life many provocations and many challenges. В этом океане жизни я встречаюсь с разными вызовами, разными провокациями. Sometimes my faith begins to shake. Что-то раскачивает мою веру. My courage begins to go down. Что-то лишает меня мужества. I begin to think of doing the same way as everybody else is doing. И я начинаю думать, что мне надо поступить так, как поступают все. No. I stop myself. Но нет, я останавливаю себя. I remind myself, who am I? Я напоминаю себе о том, кто я. Who is my father? Кто мой отец? If my Father, the Almighty, is my companion, there is no strength in this world which can stop me to perform the righteous action. И если мой Отец, всемогущий Отец, мой спутник, то в этом мире не найдется такой силы,
которая заставит меня совершить неправильное действие. I give the reins of my mind and intellect in the hands of my Almighty Father. Я передаю бразды своего ума и интеллекта в руки моего всемогущего Отца, The wisest of the wise, мудрейшего из мудрых, the benefactor of all, благодетеля для всех, the Almighty Father. всемогущего Отца. I listen to his advice. Я слушаю Его советы. My faith, my confidence grows. Моя вера и уверенность в себе растет. I gain courage. Я приобретаю мужество. I am sure that benefit is in righteous doing. Я абсолютно убежден, что только праведное действие на благо. There may be some difficulty in the way, but I am not afraid. Может быть, и есть какие-то трудности на этом пути, но они не пугают меня. With me is the highest on high, the Supreme Father. Со мной высший из высших, Всевышний Отец. His canopy of protection is over me. Надо мной полог Его защиты. I am safe. Я в безопасности. I don't give up. Я не сдаюсь. I continue the journey of my life with a smile and courage and move forward. Я продолжаю идти по жизни с улыбкой и мужеством, и я продвигаюсь вперед. I am the creator of my destiny. Я создатель своей судьбы. I choose to create a beautiful destiny. И я выбираю для себя создавать прекрасную судьбу. Om Shanti. Ом Шанти. Best wishes to all of you on this journey. Всего вам самого лучшего на этом пути. Goodbye. Всего хорошего. До встречи.